Незадолго до наступления Нового года Konami провели в игре достаточно интересное событие, а именно очередное рейтинговое соревнование. Ну знаете, в игре время от времени проходит тот же самый Царь горы, где, соревнуясь с игроками в рейтинге, мы зарабатываем ГПшки, ботинки и т.д. т.п. И это из того же разряда, только с наградой не в виде ГПшек, а в виде шоу-тайм и эпической карточки. Заинтригованы? Ну так устраивайтесь поудобнее, и в сегодняшнем ролике я расскажу вам, что же это были за ивенты, какие карточки Konami разыгрывали, скажем так, и где это было доступно. Ведь я более чем уверен, некоторые из вас даже не в курсе, о чем идет речь. Ребята, у меня для вас реально новогодняя новость. Сейчас на PlayRock идет огромный розыгрыш. Уникальный игровой компьютер елка. Еще 4 мощных ПК в спецдизайне. Макбуки, айфоны, PlayStation 5, Xbox и еще куча призов. Траты в декабре неизбежны. Подарки, игры, пропуск. Классика. Так трать средства с выгодой. Каждая покупка от 500 рублей на PlayRock превращается в билет в новогодний розыгрыш. Покупай то, что планировал, и параллельно получай шансы на серьезные призы. И чтобы было максимально выгодно, на PlayRock сейчас идет отдельная новогодняя акция. Сотни скидок и самые привлекательные цены на товары. А тут есть буквально все, что нужно геймеру. Также на PlayRock можно пополнить свой аккаунт Steam, и с моим промокодом вы сможете это сделать с нулевой комиссией. Хочешь закупиться игровыми товарами или пополнить Steam без комиссии? Делай это по ссылке в описании и используй мой промокод. И помни, в декабре тебе не избежать трат для себя или друзей. Так лучше покупать там, где за это дают шансы на реально крутые подарки. Все же знают, что в зависимости от регионов контент может слегка разниться. Где-нибудь в Японии может пройти кампания, где будут раздавать карточку, или в какой-нибудь Индии будут слишком уж большие скидки на монеты в Черную пятницу, ну и так далее. Это вот что-то из этого числа, ибо в южноамериканском и азиатских регионах прошли рейтинговые соревнования с наградой в виде отдельных улучшенных карточек. А в Южной Америке и в частности в Бразилии это была шоу-тайм карточка Лукаса Пакета, тогда как в Японии это была эпическая карточка, тамошнего опорника, игрока сборной Японии. В принципе, концепция до нельзя простая: играете матчи, поднимаетесь по рейтингу, становитесь одним из лучших, попадаете в определенный топ игроков, там топ 100 тысяч, топ 50 тысяч, там, я не знаю, топ 10 тысяч, после чего забираете карточку. И вот нечто подобное проходило только в Японии и в Бразилии, если я все правильно понимаю. То есть это вот азиатские и южноамериканские регионы. Тогда как все остальные регионы, мы с вами, другие европейские регионы, Северная Америка, пролетели мимо. И я подозреваю, что в том числе и поэтому, проходя вот подобные соревнования, люди отмечали, что очень много сильных игроков. То есть каких-то киберспортсменов, которые входят в топ-10, в топ-100 по дивизионам, у которых и без того донатные составы, и чьи составы подобные карточки не усилили бы. И я подозреваю, что если бы подобная кампания была доступна для более широкого круга лиц, то и разброс бы игроков был бы и намного проще. И, соответственно, проходить бы данный ивент также было бы проще. Ну и самое главное, как мне кажется, подобные рейтинговые соревнования помогли бы отчасти решить проблему с недостатком карточек, с длительным отсутствием кампаний с раздачей тех или иных карточек. Ведь подобные соревнования иной раз заставляют игроков играть в игру, соревноваться, пытаться побеждать, быть лучшим, и в то же время они вознаграждаются не просто какими-то эфемерными ГПшками, которые и без того девать-то особо некуда, а теми же самыми улучшенными карточками. Усилят они кого-то, не усилят, это вопрос уже другой. Всяко лучше, когда награда, она, более ощутима, чем те же самые ГПшки. Они, конечно, тоже ощутимы, но их девать особо некуда. И после осознания всего этого, давайте я вам напомню, что эти соревнования, это возможность забрать шоу-тайм или эпическую карточку, была только, по сути, в 2 странах, как минимум, то есть в Японии и в Бразилии. Но хочется верить, что после подобного опыта Konami присмотрятся к нему, задумаются, и уже в недалеком будущем мы увидим подобные соревнования только уже для общего региона, для всех регионов, чтобы можно было охватить как можно больше игроков, и, соответственно, привлечь как можно больше внимания.